Привет, друзья! Меня зовут Иван. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами займемся распаковкой интересного прибора. Вот такой вот Knife and Tool Sharpener мне достался для обзора. Мой друг Саша купил такую штуку и говорит: не хочешь ли ты снять распаковку? А я: почему нет? Могу и снять. Тем более, что проблема заточки ножей, в общем, она существует и для меня тоже, как для многих, может быть, для вас тоже. И я искал устройство для заточки ножей, и, в общем, когда-то даже купил вот такую вот штуку электрическую, вот такую вот, в которую ножи вставляются в прорези, и там внутри есть камни. В общем, она точит. Ну, как-то, в общем, точит. Так, справляюсь, но, в общем, не фонтан, не самый лучший вариант. А до этого еще у меня была такая заточка Складишок 2 называется. Я про нее писал статью в Дзене, ссылочка на Дзен есть в описании канала, почитайте. Ну, ролик не снимал. А тут вот такой вот китайская заточка, якобы это копия какой-то американской. Тут даже, вообще говоря, на коробке-то не написано, что за модель. Тут просто европейское что-то. В общем, модель не написана. В общем, это какая-то заточка с использованием ленты, да? Ленты, абразивной ленты. Давайте попробуем открыть. Вы пока подписывайтесь, я начинаю открывать. Если вам понравится, поставьте лайк этому видео. Открываем. Что у нас есть? Инструкция по эксплуатации. Вижу, что лежит русским языком вперед. Ну, на английском, понятно, тоже есть. Давайте ее пока отложим. Посмотрим, что там еще. Поролонка. Ну и тут у нас есть, это, видимо, абразивные ленты. P180, P320. Это, вероятно, их абразивность. Есть P1000 и P600. То есть весь набор. Есть еще абразивные ленты. Это, видимо, запасной набор. Есть вот такое само устройство. Больше в коробке ничего нет. Есть вот такое само устройство интересное. Как будто какая-то шлифовальная машинка, да? Как вам кажется? Выглядит так. Есть курок. Фиксирующийся курок. Первое впечатление какое? Электромотор. Надетая абразивная лента. Видимо, это для вставки ножей. Посмотрим, что тут написано, как ей пользоваться. Установка абразивной ленты. Поместите абразивную ленту на натяжной ролик, рабочее колесо, затем плотно сожмите натяжную рейку со стороны ведомого колеса. Ну, тут какая-то абразивная лента уже установлена. Где тут прижимной ролик? Тут нарисовано, что вот он здесь. А, вот он наверх нажимается вот так, и лента ослабляется. То есть можно ее снять и установить. Есть рабочее колесо, это вот это колесо крутится. А, вот это колесико внутри рабочее. Ну и тут направляющий ролик. Регулировка положения комбинированной рамки для точилки ножей. Стабильно установите точилку для ножей, пружинный штифт и отрегулируйте комбинированную раму в положении перпендикулярную рабочему столу. Пружинный штифт. У меня что-то здесь... А, вот это, наверное, пружинный штифт. Ну, в общем, у меня тут и так все перпендикулярно рабочему столу находится. Видимо, этот штифт еще можно регулировать. То есть ослабить можно винт и как-то его подвинуть. Операция переключения. Переключатель регулируемый. Вот переключатель. Он крутится вот так вперед-назад. Здесь больше-меньше, я вижу. Видимо, это что, для регулировки чего? Скорости или... Не знаю пока. Два режима работы переключателя. Режим переменной скорости. Поверните ручки, настройте положение плюс-минус до конца. Нажмите кнопку. Скорость увеличивается от медленной до быстрой и до максимальной, когда можно отжать кнопку самоблокировки. Отпустите кнопку. Ну, в общем, это как в дрели. Здесь нажал и кнопкой фиксируешь, да? Для тех, у кого есть дрель, тот понимает. Режим точной настройки переменной скорости. После нажатия кнопки самоблокировки для фиксации можете ускоряться, замедляться. Направление кнопки точной настройки плюс-минус. Ну, я так понимаю, что это вот эта крутилка. Да, вот она крутится, и тут плюс-минус. Видите, вот нарисован. И мы вот крутим и ускоряемся. Заточка лезвия. Отрегулируйте угол от 15 до 30 градусов. Установите подходящую абразивную ленту. Как правило, сначала выберите толстую ленту для шлифовки заусенцев, затем используйте тонкую ленту для шлифовки и полировки, чтобы обеспечить достаточную остроту лезвия. После установки ленты, наверное, ставьте лезвие ножа в любую из V-образных прорезей между левой и правой направляющими рамами. Затем протяните нож по изгибу лезвия от пяты к острию ножа, приближаясь к внешнему краю стоек. Ну, понятно. Используйте только собственную силу ножа, не добавляя слишком много силы наружу или вниз. Вообще говоря, от низкой до средней скорости может быть достаточно для заточки ножей для улицы, повседневных ножей. Ну, скорость, короче говоря, ставьте небольшую.
И сильно на нож не давите. Несколько раз потяните нож, прекратите вращение абразивной ленты, пока острие ножа коснется ленты. Ну то есть, типа нужно останавливать, пока нож еще там. Так, ведомое колесо. Это как ленту, кнопка, ручка. Вот мне интересно, а как угол-то выставляется? Вот здесь колесико крутится. И, наверное, напротив вот такой прорези нужно поставить прорезь угла. Вот, например, я хочу поставить 25 градусов. Вот прорезь 25 градусов напротив вот этой прорези. И значит, вот эти две направляющие так и установились. Внимание! Рекомендуется не использовать точилку больше 20 минут каждый раз. Данный продукт предназначен для восстановления остроты режущих инструментов с ограниченной мощностью. Не подходит для других высокоинтенсивных шлифовальных работ. Рекомендуется проводить чистку прибора после каждого использования. Методы, ну и так далее. Для начинающих рекомендуется брать более широкий угол, больше 25 градусов, чтобы лучше узнать силу шлифовки. Не нажимайте на абразивную ленту, просто прикоснитесь к ней. Следует даже отметить, что направление шлифовки с обеих сторон ленты различно, и лезвие должно шлифоваться ближе к внешнему краю V-образной прорези, то есть вот к внешним упорам. Чтобы получить полностью симметричный эффект, необходимо убедиться, что высота обоих концов ножа, вставленного внутрь в прорезь при шлифовке, находится в постоянной высоте. Ну тут, короче, перевод с английского такой вольный. Характеристики. Регулируем угол от 15 до 30, без ступенчатого изменения скорости, сменной абразивной ленты с несколькими сетками, ну, видимо, с несколькими степенями абразивности. Установка описания, в комплект входит инструкция. Все, больше в этой инструкции ничего нет. Поэтому предлагаю попробовать начать что-нибудь поточить. У меня есть нож дорогой и красивый. Вот сейчас на нем будем испытывать. Подключаем эту штуковину к электричеству. Электричество у нас тут есть вот рядом. Включаем. Ну-ка. О, какая она крутится. Вот. И вот этой крутилочкой можно регулировать скорость, наверное, да? Да, когда зафиксировал. Вот, среднюю поставим скорость. Наверное, вот так, да? Теперь берем нож и, как написано было, к внешней стороне. Не сильно я давлю, вообще не давлю, но упираю так. Вот он соскакивает. Видимо, они имеют в виду, что теперь с этой стороны. В общем, когда убираешь нож, нужно давить на внешнюю, чтобы он не соскочил. Но все равно соскакивает немножко. И вот так вот с обеих сторон мы точим. Ну, в общем, что, угол? Заусенцы чувствуются? Вроде нет. Еще разок. Соскакивает. Здесь нет. Так, останавливаем. Что, проверим, как наточился этой базовой лентой, которая тут стояла. Ну-ка, листочек календаря берем. Ну, нормально. В общем, режет бумагу. Нельзя сказать, что прям гиперостро, но я не особо-то и точил. Такие заусенцы вроде видны. Можно, наверное, ленту поставить более мелкую, либо подольше поточить, и получится нож поострее. Ну, это понятно. Давайте предлагаю попробовать сменить ленту. Как вот эти ленты меняются, мне интересно, насколько это трудоемко. Возьмем ленту какую-нибудь вот из этого запасного пакета. Что тут у нас есть? У нас есть разные ленты. Одна грубая тоже вот. Вот 600-я есть. А это 180. А это 1000-я. Ну, давайте вот 600-ю поставим ленту. Как снимать? Я отключил от электричества. Она так натянута. Как интересно снимать-то. Наверное, надо... Вот этот направляющий ролик давишь, она ослабевает. И вот так снимаешь. Вот снял. Стояла какая? 180 стояла лента. Ну тогда 600, наверное, рановато ставить. Давайте поставим 320. 320 ставим. Вот 320 есть. Надевать, я так понял, надо сначала снизу. Потом на вот такой направляющий ролик. Видно? Ну, посмотри, сейчас с другой камеры вот покажу. И надеваем сюда.
Вот здесь поправить. Крутится. Вот. Вставили ленту. Подключимся. Попробуем нож. Угол у нас не сбился, стоит 25. Включаем. Фиксировать сразу. Вот, и тогда она не соскакивает. Так. Пробуем еще. Ну вот, вроде все нормально. Единственный у меня вопрос, а как же нужно, в водичку, да, добавлять жидкость, чтобы, или масло, чтобы опилки-то смывались. Кромка вроде вот ровная получается такая, но вот опилки, вот они у меня в руках все. То есть, не очень понял, а как нужно, мочить нож отдельно или как, ничего в инструкции не написано. Так, берем листочек календаря, берем наш изрезанный листочек и пробуем снова. Ну, уже режет, так сказать, менее лохмато. Но надо признать все равно, что это очень остро. Очень остро. Единственное, у меня, может быть, нож уже достаточно острый был. Ну, не знаю. В общем, вот так, господа. Такая вот штуковина. В целом, я бы сказал, прикольная, не особо замороченная. Конечно, здесь ленты менять проще, чем камни в той точилке, в складишоке и в подобных, знаете, которые вот так вот поступательными движениями. Поэтому в целом норм, я считаю. Давайте я поставлю обратно ту ленту, которая стояла, чтобы вернуть моему другу Саше устройство в первозданном виде. Вот 180-я лента. Как-то я быстро уже научился, да, с ним справляться. Надеваем вот тут. Тут пропускаем, и нужно надавить на направляющий ролик, чтобы ослабить ленту, чтобы она налезла. Потом так можно крутануть немного. Ну и все, она сидит на месте. Ну что, вот такое вот устройство интересное. Поставьте лайк, если вам близка была интересна эта тема. Заточки ножей, можно и ножницы тут точить. Вот специальный упор вот здесь вот есть вот для ножниц. Видимо, вот сюда их можно упирать вот так. И, в общем, классная штука такая. Не знаю, сколько стоит и не знаю, что за фирма. Лин Хуачен. Модель М2. Вот. О, Лин Хуачен, модель М2, Sharpener, Made in China, если я правильно прочитал. Ну что, друзья, спасибо вам, что смотрели. Такой вот ролик, обзор, распаковка получился. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, посмотрите другие мои видео. Спасибо вам, что смотрели. Пока!